Привет, меня зовут Михаил, и мы сегодня будем готовить бутерброды. Но сначала я поговорю опять о яйцах. Мы сегодня сделаем соус холландез. Это соус на основе яиц и сливочного масла. И он станет нашим покрывалом для бутербродов. А бутерброды мы будем делать с семгой кимчи, с белым хлебом и черным хлебом. И будем также использовать яйца. Все умеют варить яйца вкрутую, многие умеют варить яйца в смятку, некоторые даже в мешочек. Да? Есть способ приготовления яиц пашот, когда яйца разбивают в уксусную кипящую воду, и белок становится нежный, желток недоваренный, ну там много может пойти не так. А есть способ онсен, это японский способ, когда яйца традиционно варили в воде из гейзеров, да, то есть она была не супер горячая, не кипяток, обычно была где-то 60 с небольшим градусов, и это достаточно для того, чтобы придать яйцу великолепную текстуру. Дело в том, что желток твердеет при 70 градусах, белок твердеет при 80 градусах. И если взять температуру от 61 до 65 градусов, то яйцо приобретает совершенно волшебную структуру, да? Я много экспериментировал в сous-виде, естественно, и пришел к выводу, что самый интересный результат это 62 градуса и 63,5. Поэтому мы сделаем один бутерброд с одним яйцом, другой с другим яйцом и посмотрим результат. Эти яйца уже готовы. Я пока их просто положу в теплую воду, чтобы они немножко нагрелись, да? А теперь мы займемся любимым соусом холландез. Да? Его готовят практически все. Это очень знаменитый французский соус. Это основа многих других соусов. Что нам нужно? Мы берем, ставим воду. Нам нужна будет водяная баня. И медленно растапливаем сливочное масло. У меня здесь 120 грамм сливочного масла. И я буду использовать 3 яичных желтка. Дело в том, что обычно такой безопасный способ для холландез это на один желток не более 50 грамм сливочного масла, потому что иначе соус может расслоиться. Да? Поэтому сначала я отделяю яйца, я отделяю белки от желтков. Надо же, а? Мимо. Ну, ничего страшного, нас это не остановит. Так бывает иногда. Сейчас. Мы все исправим. Вообще такого со мной давно не было. Вот так вот. Таких только, чего там не брали большевики. Еще раз. Стараемся в этот раз. Раз. Ну вот теперь как учили в школе, да? И третье яйцо. Да что ж такое-то сегодня у меня? Значит, белки я не выкидываю. Я из них завтра сделаю омлет утром. А пока следующее. Значит, сюда я добавляю немного соли. И буквально 1,5-2 ложки вина белого. Я беру обычно херес или мадеру. И немножко сливочного масла, холодного сливочного масла, буквально 25-30 грамм. И, как учили, начинаю взбивать. Мне не нужна какая-то такая особенная пенка, да, там, потому что я буду взбивать желток на водяной бане, и тогда он приобретет пышность. Немножко противный звук, да? Руки у меня будут очень крепкие. Значит, с этим соусом тема такая, да, ни в коем случае нельзя, чтобы я уже делал омлеты, делал болтунью, да, вот нам болтунья и омлет не нужны, да, то есть мы должны постепенно нагреть желток на водяной бане, чтобы он приобрел структуру определенную, да, а потом мы постепенно вольем в него сливочное масло.
Так, вода у меня закипает, и я переношу свою сковороду на водяную баню. И продолжаю взбивать. Если я чувствую, что у меня перегревается, я должен снять обязательно с огня, немножко остудить и вернуть обратно. Вот видно, что постепенно яйца становятся более пышными. Яйца теплые, но не горячие. Вот видно уже, что яйца стали пышными и уже немножко так держатся, да, на венчике. Буквально еще минуту. Я убавляю огонь до минимума. И теперь я постепенно по каплям начинаю добавлять сливочное масло и продолжаю взбивать. Этот соус такой же, например, эмульсии, как майонез, только в этот раз теплый. Снимаю с огня, продолжаю взбивать и добавляю масло. Сейчас уже можно добавлять больше. Яйца спокойно принимают масло, не расслаиваются. И соус становится более пышным и густым, да? Прямо на глазах. Еще масло. Обратно на огонь. Огонь я выключаю, мне больше не нужен. Продолжаю взбивать. Продолжаю. Здесь главное методичность. Ни в коем случае нельзя останавливаться, да? Продолжаю взбивать. Соус становится шелковистым, густым, очень красивым, да? Добавил все масло, взбиваю. То есть у меня ничего не расслаивается, все очень аккуратно и красиво. Последние капли. И теперь, чтобы соус связался и немножко остудился, да, я добавляю кусочек холодного масла. И также вбиваю его в соус. Значит, холландез не подают горячим, подают чуть теплым. Он в таком состоянии может стоять до часа. Вот, и сохранять свою пышную, красивую структуру. Прекрасно. Теперь мне нужен кусочек лимона, потому что соус такой маслянистый. Нужно убрать немножко за счет кислоты. Уйдет жирность. Ой, что ж такое-то? Из рук все валится прямо сегодня. Так, ой, зачем я сюда это сделал? Извините, пожалуйста, все, никто этого не видел. Я сразу это выкину. Так, лимон добавили. Вбиваем лимон. Пробую. Великолепно. Соль и кайенский перец. Кайенский перец чуть-чуть. Перемешиваю. Огонь. Значит, соус мой готов. Он может храниться где-то час. Я его просто ставлю на плиту рядом с теплой кастрюлей, и он совершенно спокойно простоит. Я его еще раз перемешаю перед подачей, будет прекрасно. Так, теперь я готов собирать бутерброды, да? Ну, что делать с яйцом пашот? Классический вариант – это тост из белого хлеба, семга, яйцо пашот, холландез. Мы сделаем сегодня то же самое, только не пашот, а онсен.
Это будет один вариант. А второй вариант, я страшно горд, что я придумал это сам. Это смесь французского с нижегородским, как я называю, да? Тост из черного хлеба, кимчи, яйцо онсен, холландез и немножко кунжутного семени сверху. Поехали! У меня прекрасный белый хлеб. Я включаю сковороду и ее раскаляю. И у меня не менее прекрасный черный хлеб. Мне нужно 2 тоста. Примерно чуть тоньше сантиметра. Раз. Два. Что я делаю дальше? Я беру масло и немного намазываю на каждый из 2 тостов. Некоторые любят поджарить тост, а потом намазать масло. Но я предпочитаю сделать таким способом, чтобы масло немножко впиталось. Кимчи, семга. Так. И я пока порежу немножко зеленого лука для украшения бутерброда с семгой. Я режу прям тонкими-тонкими колечками. Мне нужна только зеленая часть. Так. Вот примерно такая история. Сковородка раскалена. Масло вниз. Масло вниз. Жарится. У меня 2 прекрасные тарелки. А? Шикарно, по-моему. Так, одна сторона готова. Вот какая красота. Еще буквально 30 секунд, 15, даже 15 секунд. И у меня все будет готово. Дальше мы собираем. И да, я буду пить это, вернее, я буду запивать это шампанским. Да, извините. Выключаем. Перекладываем один сюда, один сюда. Теперь я беру кимчи. Я купил хороший корейский кимчи, но кимчи продается практически везде. И я выкладываю по краям, делая такое небольшое углубление в центре, куда я разобью яйцо. Теперь здесь у меня великолепная копченая семга. Я ее выкладываю вот так же по краям. Так, теперь мои яйца. Ну, куриные яйца, конечно, да, не мои. Проведем эксперимент. Значит, одно 62 градуса, другое 63. То есть 62 будет немножко более жидким. Давайте сделаем его с семгой. Разбиваю. И теперь все готовы, да? Смотрите. А? Просто красота. Но здесь белок такой достаточно жидкий, да? Теперь это. Это немножко более упругое. Теперь мой голландский соус. Мы не будем это есть руками, да, мы будем это есть ножом и вилкой, поэтому я не особо лицемерю с соусом. Вообще голландский соус великолепен со спаржей, если вы найдете. Он великолепен с любыми зелеными овощами, например, пак-чой. Вот, и получается просто совершенно фантастическая вещь. Так, прошу прощения. Теперь сюда семга, зеленый лук. А сюда немножко кунжутного семени жареного. Черный кунжут. Шикарно.
завтрак, ланч, бранч, закуска, самостоятельное блюдо. То есть, ну, как говорится, you name it, да? Можно все что угодно с этим делать. Я пошел есть. Так, ну и кто слабонерв, не смотрите, но это только с шипучим вином, независимо от времени суток, да? Поэтому... Прекрасно. Меня критиковали, что я плохо наливаю. Сегодня нормально налил? Так, короче, все готовы, да? Сначала пробуем то, которое было 62 градуса. А? Клево? Какой пашот. Белый хлеб горячий, семга прохладная, яйцо теплое, соус теплый. Вы и так все знаете, да? Если есть возможность, сделать копченый семгу. Это просто, ну, что я могу сказать, я действительно очень хорошо готовлю для любителя. Так, это шикарно. Теперь то, что я придумал сам, чем я очень горжусь, да? Черный хлеб, сливочное масло, кимчи, онсен, холландез, кунжутное семя. Готовы? Видите, здесь структура желтка немножко более густая. Это просто красота. Черный хлеб оттеняет кимчи, потому что кимчи довольно острое и кислое, да? И это все накрывается таким обволакивающим вкусом желтка. Я считаю, что вот с этим я реально молодец. Поэтому, что я могу сказать? Как всегда, подписывайтесь, комментируйте. Самое главное, готовьте, потому что готовить здорово. И даже такие, казалось бы, сложные блюда элементарно сделать дома. Приятного аппетита! Великолепно!